Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и на этот вход в телефон вы сейчас видите вход. Он ужасно снимает, максимум 1080p 30 fps. Велик здесь стоит для того, чтобы, если YouTube заблочит, пишите, интересно ли вам в телеге, телеграм-канал скидок и взаимопомощи, плюс ВК мой. В описании подписывайтесь, обзоры на какие-нибудь такие штуки. Но это не хорошая лирика, главное, что Hot Wave — это телефон, которым можно забивать гвозди. Выглядит он очень классно, камера у него ужасная, выход будет не на этот смартфон. Примеры видео вы увидите. Танки запускаются, ну а остальное не забываем подписываться на канал, качать VPN. Смотрим. Я буду рассказывать вам об устройстве, которое, может быть, вам покажется третьим эшелоном. И спойлер, оно и есть третий эшелон. Напоминаю, на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. А сейчас я вскрываю ультра дешевый смартфон, вместо которого, разумеется, я бы, наверное, посоветовал купить какой-нибудь Realme 8i, Realme 9i. Обзоры на канале, у них есть свои минусы, свои плюсы. Но третий эшелон тоже должен рано или поздно предоставляться вам для просмотра, чтобы вы понимали, что не покупать. Подача прям супер. Что внутри, вы видите сами. Телефон. Защитных телефонов на канале было море. Я хочу сделать топ-10 этих телефонов. У супер топов типа Huawei, Xiaomi или еще чего-то нету защитных телефонов, поэтому мы будем довольствоваться вот таким вот дешманом. Прямым текстом, рыбакам-охотникам, в принципе, ну нормально же, нет? А еще людям, которые в охране работают. Вы прикиньте такой штукой. Ну, сейчас мы придем постепенно к тому, что я хочу вам сказать. Зарядник, ключ для извлечения сим-карт. Притом, наконец-то, что-то извращенно нестандартное. Переходник с Type-C на мини-джек. Вы вообще видели такое в третьем эшелоне? Упаковка выглядит максимально дешево. В принципе, смартфон выглядит максимально брутально. Вы посмотрите, что они придумали. Они придумали, что нужно вот это вот дело цеплять и вытаскивать. Я первый раз такое вижу. Слот под сим-карту и карту памяти не прорезинен. В принципе, на данном этапе жизненного развития я не скажу, что он мракобесно работает. Сейчас мы будем его взвешивать, чтобы вы поняли, до какой степени это серьезная штука. 326 граммов. Я не буду говорить про подбородок, потому что здесь один сплошной подбородок, а не телефон. Я не буду говорить по поводу фронталки, но зато у нас здесь есть защитная пленка, это раз. И два, мы даже можем все это дело каким-то образом измерить. Сейчас я посмотрю. Высота, ширина, точнее, 84 миллиметра. 170 миллиметров высота и толщина 16 миллиметров, 16,7 миллиметра. По поводу адаптера питания максимум 10 Вт. Да, такое еще производят. Поставляется данный девайс в двух вариантах расцветки, но по большому счету различные только в цвете полос, а не на тыльной части девайса. Большая его часть прорезиненная, сборка хорошая, никаких зазоров я не обнаружил. Дизайн стандартный для подобных аппаратов. В руке держать удобно, но он тяжелый, это факт. В кармане его носить неудобно, но из рук не выскальзывает. Материалы не марки, что хорошо, на корпусе расположена кнопка питания и отдельно сканер отпечатков пальцев. Качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0. На большее мы, в принципе, не надеялись. Микрофоны, динамики основной разговорный. Звучание здесь не самое лучшее. Моно. В настройках есть возможность усилить громкость динамика. Далее есть слот на 2 сим-карты или одну симку и карту памяти. Гибридный. Также на борту есть дополнительная кнопка для быстрого доступа к любому приложению, которое можно завести на нее в настройках. Конечно, нет мини-джека и нет ЭК-порта. Светодиодный индикатор уведомлений отсутствует, к сожалению. Девайс имеет пыленепроницаемость, водонепроницаемость и ударостойкость. Все разъемы плотно закрыты заглушками. Стандарт IP68 и IP69K. Конечно, я проверил его на водонепроницаемость, окунув в воду на длительное время. По итогу никаких нарушений в работе телефона я не обнаружил. Защита от удара адекватна. Если он у вас упадет с метра или с двух, то корпус будет цел. Появятся только потертости и царапины. А вот экран поцарапается моментально. Проверять на прочность его с помощью молотка не буду, так как и так понятно, что он будет функционировать. Но внешне пострадает сильно, хотя все возможно. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем на 6,26 дюйма, IPS, скромным разрешением и нестандартным, в 720 на 1520 точек. Плотность пикселей 269 ppi, крайне печально. Напоминаю, что золотая середина, по мне, это 400 ppi, и тогда все шик, блеск, красота. Больше даже смысла нет. Яркость 450 нит, по заявлению производителя. На солнце ничего не видно, но для IPS это в принципе не удивительно.
удивительно. А вот в помещении все прекрасно видно. С другой стороны, так как это больше для рыболовов-охотников телефон, довольно странно, что мало яркости, правда? Потому что на улице все-таки им пользоваться будут, притом вполне возможно в очень таки солнечную погоду. Частота обновления экрана 60 Гц, автояркость работает хорошо, под освещение подстраивается неплохо. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок. Далее. Тест на мультитач проходит с результатом только в 5 пальцев. Сразу к слову, зачем я все время тестирую. Видите, не все телефоны могут 10 пальцев видеть. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца, внедренного в корпус, и распознавания лица. Оба способа разблокировки экрана работают не наилучшим образом. Завести несколько раз отпечаток одного и того же пальца можно. Подбородок внизу экрана в наличии и приличных размеров, как и рамки вокруг экрана. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio P60 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц. Графический процессор Mali G72 MP3. Интерфейс на базе Android 11, оперативная память LPDDR4X по Antutu и доступна на выбор только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.1 на 128 ГБ. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, поддержка 4G сетей и бенды 7 и 20 на борту. Звучание при звонке неплохое, но и не супер. Сеть мобильную ловит хорошо, датчик приближения меня не подводил. Запись разговора в стоке отсутствует. Вибромоторчик практически не ощущается, и настроить силу вибраций нельзя. Странно, опять же, для такого телефона. Здесь, по идее, должно было быть такое топорное ядерное вибро, но нет. NFC поддерживает и Google Pay встает. Да, только на данный момент толку от этого никакого. FM-радио работает только с подключенными наушниками. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. GPS-тест показывает точность 2 метра в городских условиях. Емкость аккумулятора 7500 мАч. PC-Mark отказывается проходить, да и в принципе на протяжении долгого времени я не могу запустить какие-либо тесты. По итогу большую часть он прошел. О них я расскажу позже, но все это было через боль и страдания. По моему мнению, в PC-Mark он выдал бы не меньше 15 часов автономности. Все потому, что и яркости мало, и плотность пикселей низкая, да и в принципе энергоемкость у него низкая. Заряжается он с 0 до сотки от родного адаптера питания. Внимание, барабанная дробь 4 часа 50 минут, что прям многовато. За час игры в Genshin Impact на минимальных настройках графики улетает 25%. За день может уйти до 40% заряда. Играть в Genshin на минимальной графике в принципе можно, но, конечно же, просадки FPS лютые. В танке уже какой-то комфорт появляется. И означает это, что в простенькие игры поиграть можно. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит практически стабильно. 86 гипсов минимально, максимально 136 и в среднем 129 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 289, в мультикоре 1368. 3D Mark показал Wildlife 653, Wildlife Extreme 188, Wildlife Stress Test 658, Wildlife Extreme Stress Test 189, Slingshot Extreme 1271 и Slingshot 1713. Antutu выдал результат в неплохие 222 тысячи попугаев. Для защищенного телефона это даже очень хорошо. Storage тест показал не печальные 14 тысяч. 40-минутный стресс-тест прошел не идеально, результаты вы видите. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основная Samsung S5KG M1 на 48 мегапикселей с углом обзора в 79 градусов, макромодуль на 5 мегапикселей и сенсор глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. На борту имеется цифровая стабилизация, фронталка здесь 16 мегапикселей. Она оснащена сенсором Samsung S5K3P3. Максимальное разрешение для съемки видео здесь 1080p 30 fps. Находится фронталка в верхней части экрана по центру в каплевидном вырезе. Короткие примеры вы сейчас увидите. Тест фронталки у этого огромного телефона, не будем говорить ассоциации, будем называть его танком, хотя хотелось бы сказать что-то другое. Почему? Потому что, ну, фронталка, вы видите, как снимает. С другой стороны, учитесь Xiaomi без роллинг-шаттера. А по поводу стабилизации, которой здесь нет, ну, все плохо, все плохо с фронтальной камерой по попытке цветопередачи. Почему? Потому что, в принципе, освещения сейчас более чем хватает, и это удивительно, что он снимает в темноте, получается. Не про камеру вообще телефон. Максимум для видеосвязи, и то в состоянии рыбалки. И до этого пример был в 720p, 1080p, 30 fps, это максимум фронталки. Сейчас я включил стабилизацию, прикиньте, ее здесь отдельно, даже электронную надо включать, но я не думаю, что она каким-то образом улучшит ситуацию. Максимум можно вот так стоять и прямо
вот не двигаясь пытаться снимать. Потом у меня еще есть ощущение, что звук от видео будет с рассинхроном. Но об этом мы узнаем в ролике. У основной камеры тоже 1080p 30 fps. Сейчас света хватает, несмотря на то, что уже включили искусственное освещение. Естественного пока более чем. Но несмотря на это, даже основная камера обладает просто ужасным качеством. Максимально X4. Цены не смотрим, чтобы не расстраиваться, то ли еще будет. И в целом съемка, что мне кажется, даже если я стабилизатор подкину, будет мракобесная. Но что хотеть от телефона, который в принципе необходим только чтобы вы рыбу или медведя сфотографировали. Можно ставить на паузу, можно делать снимки во время съемки, это удобно. Ну что, пример фронталочки. И фронталка нам говорит о чем? О том, что ночью ее использовать однозначно не стоит. Это больше похоже на какой-то сюрреализм, либо если здесь есть пиксельный фильтр. То есть вы видите одни сплошные квадратики. То же самое касается видео ночью. Но это одно сплошное мыло. Даже не хочется вставлять это в ролик. На камеру здесь не рассчитывайте. Света хоть отбавляй. Съемка не потребна. Максимально темная, не знаю почему. То есть нужно ловить какие-то моменты. Насколько микро хорошо работает, тоже не знаю. Примеров видео, как вы понимаете, будет здесь по минимуму. Но это не то, что я бы хотел видеть в ролике. Я думаю, как и вы. Еще немного фронталки, 720p, она ужасная. Я не знаю, камеру, считайте, ее здесь, ну, нету. Ну, есть, но нет. Минусы: нет мини-джека, интерфейс периодически подвисает, отсутствует запись звонков в стоке, нет индикатора уведомлений. Также минус распознавания лица и сканер отпечатков пальцев работают не лучшим образом. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, лучше ее смотреть в долларах, потому что в рублях она вас точно не обрадует, так как это мрачный третий эшелон, как вы понимаете. Есть ли промокоды на какие-нибудь интересные смартфоны либо другие девайсы, которые сейчас постю редко, но метко, потому что мало чего дешевого выгодно можно найти, но что нахожу, то обязательно кидаю в группу, в телеграм-канал по ссылке в описании к видео. Никаких бесполезных штук там нет. Подписывайтесь на нее, потому что рано или поздно все равно все стабилизируется и сейлы будут. Плюс не забывайте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи по ссылке в прикрепленном комментарии, мой ВК-канал, потому что там я тоже постю свои ролики, чувствую, YouTube скоро закроют, и мой Дзен-канал, потому что Рутюб вообще не работоспособен. Я не знаю, если вас устраивает, как он функционирует, ну хорошо, залить туда ролики нереально. Если они направлены на технику, может быть там какие-то другие приоритеты, скорее всего, но это точно не про техноканалы. Резюмирую, производительности у смартфона хватает. Хорошо, что есть NFC, хотя он сейчас, согласно, не особо и полезен. Да, IPS-экран тоже отлично, хоть и яркости на солнце может не хватать. В простенькие игры поиграть можно, съемка с камер не наилучшая, но для личного использования в принципе подойдет, если потом на телевизоре не смотреть. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях ваше мнение по поводу этого третьего эшелона. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!